Всем панкейк! Сегодня я расскажу, зачем почтовому судну произведение искусства на $5 миллионов, что больше, корабль для перевозки людей или сжиженного газа, какой контейнеровоз поставил рекорд по транспортировке самого большого числа контейнеров, какое самое неожиданное развлечение можно встретить на круизном лайнере. С вами список самых больших кораблей в истории, и скоро вы узнаете, при чем здесь самая дорогая пробка в мире. И первой в нашей очереди – почтовое судно, на котором собраны произведения искусства с половины мира. Разные художники из 128 стран приложили руку к коллекции этого чуда. Почтовое судно, обогнавшее своей длиной Эйфелеву башню. Почтовое судно, которое посещали монаршие особы, премьер-министры и президенты Queen Mary II. На самом деле королева Мария II – это круизный лайнер, получивший за свою высокую скорость почетное звание «Судно Королевской почты». Вы наверняка знаете, не все любят летать. Для таких людей, вынужденных путешествовать из Великобритании в Америку, королева Мария II становится и спасением от аэрофобии, и захватывающим приключением, ведь помимо роскошной обстановки, лайнер может похвастаться целыми барными улицами, казино и собственным театром. Что уж там, пока вы комфортно отдыхаете где-то в Атлантическом океане, можно и планетарий посетить. Единственный в мире планетарий на корабле. Неплохо для почтового судна, да? Ну а если недели в таком плавающем городе вам покажется мало, раз в год королева Мария II уходит в кругосветное путешествие на 3,5 месяца. Во время кругосветки можно увидеть Суэцкий канал, Севилью, Афины, Хайфу, Петру, Сингапур, Гонконг и несколько городов Австралии. Давайте честно, некоторые участники сегодняшнего списка никогда не смогут увидеть столько портов. И нет, это не рекламная интеграция. А что у нас с соревнованиями между кораблями для пассажиров и для газа? Самый большой перевозчик сжиженного газа, а именно танкер из семейства Q-Max, названный в честь жены эмира Катара, длина танкера Моза 345 метров, что примерно равно длине 3 футбольных полей. Он настолько огромен, что не может входить в Панамский канал, зато может перевозить 266 тысяч кубических метров природного газа за раз, а ведь даже одним кубометром газа получится нагреть около 30 литров воды. Вы спросите, и такую махину способен обогнать в размерах пассажирский корабль? Почему бы и нет? Если вам показалось, что королева Мария II – это плавающий город, то очарование Марии заставит забыть о всех чудесах королевы. Все-таки Allure of the Seas получился длиннее, целых 362 метра, и способен перевести в 3 раза больше пассажиров без потери комфорта. Разве что на этом лайнере нет планетария, зато есть первые в мире морские кофейни Starbucks, каток со своими ледовыми шоу, вышки и трамплины для прыжков в воду, тарзанка, все для серфинга и скалолазанья. Это я молчу про уже стандартные бассейны, бары и салоны спа. Он настолько большой, что в описании зон для развлечения детей и молодежи авторы используют слово «район». И даже это не все. Есть пассажирские корабли больше, может быть, всего на несколько сантиметров, но все же это крупнейший круизный лайнер на 2023 год Wonder of the Seas, чудо морей, обошедший своего собрата по классу Symphony of the Seas, выигрывает гонку размеров среди пассажирских судов. Он может перевозить за раз почти 7000 пассажиров и плюсом больше 2000 человек экипажа. И если я сейчас начну перечислять, что есть на борту, вы наверняка уже не удивитесь. Все те же бары, рестораны, аквапарк, баскетбольные площадки, стены для скалолазанья, театр. Понимаю, но что насчет парка? На тот случай, если пассажиры устанут от бесконечных морских красот, чудо морей обладает поистине огромным парком из 10 тысяч растений. Что ж, хихоньки и хахоньки закончились вместе с круизными лайнерами. Дальше все серьезно. Если некоторые из предыдущих кораблей просто не могли заходить в тот или иной канал, то сейчас я расскажу вам про рудовоз, который может зайти только в несколько портов на планете. Просто представьте, что это должен быть за гигант. Длина 362 метра, все еще больше Эйфелевой башни, а его осадка, то есть то, как глубоко судно сидит в воде, 23 метра, глубина неплохого такого озера.
Так, О Бразил попадает в список самых больших кораблей, но размер — это не главное его достоинство. Например, в 2011 году О Бразил до смены названия Whale Brazil получил награду Clean Ship как самый эффективный корабль за соотношение размера и расхода мазута на день пути. И если вас все это время беспокоит только один вопрос, где в списке самых больших кораблей был бы «Титаник», если бы не затонул, то у меня есть ответ. Немного сравнений. Первый корабль подборки — круизный лайнер «Королева Мария-2» длиной 345 метров, и она буквально замыкает список. Какова же длина «Титаника»? Так же, как и «Королева Мария-2», поражающий современников своими габаритами и роскошествами, также созданный для путешествия по океану в комфортных условиях, если вы пассажиры первого класса. Так вот, «Титаник» со своими 269 метрами даже в топ-20 не попал бы. Прогресс не стоит на месте. Не стоим на месте и мы. И продолжим не одним, а целым семейством из 4 кораблей. TI Oceania, TI Africa, TI Asia, TI Europe, объединенных общим названием TI Class. Длина каждого великана 380 метров, создавали их для перевозки нефти. Но со временем TI Africa и TI Asia переоборудовали, и теперь они служат нефтехранилищем для морского месторождения недалеко от Катара. Один из них даже стал телезвездой. Канал Discovery посвятил запуску гигантского танкера целый выпуск своего шоу Super Ships. Правда, на момент строительства и съемок корабль назывался иначе, поэтому серию вы сможете найти под названием «Запуск Левиафана Гелеспонд Фэрфакс». До этого у нас были варианты кораблей для развлечений и для перевозок различного сырья. Встречайте судно-строитель Pioneering Spirit. Новаторский дух используется для демонтажа, транспортировки и сборки платформ бурения скважин в море. Также его используют в случаях исключительной сложности, например, для прокладки известных газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток-2». Со своей длиной 382 метра и шириной 124 метра новаторский дух считается самым большим в своем классе. И еще одна звезда, но на этот раз не телевидения, а королевского монетного двора Дании. Именно контейнеровоз Эмма Меркс был удостоен чеканки на монете номиналом в 20 крон. Да, дальше мы расскажем о контейнеровозах крупнее, но именно Эмма Меркс на момент строительства был самым большим в мире. Из-за длины почти 397 метров и ширины чуть больше 63 метров этому контейнеровозу нельзя заходить в Панамский канал. А может быть, принимающие решения просто слышали что-то о дурной репутации Эммы? Еще на этапе строительства на корабле случился очень крупный пожар, а в 2013 году прямо в Суэцком канале вышел из строя двигатель, но управление контейнеровозом восстановили достаточно быстро. А в свете новых европейских тенденций, направленных на заботу об экологии, Эмму критикуют за работу на сернистом топливе. Я знаю, что вы этого ждали. Настало время для истории о самой дорогой пробке в мире. Возможно, помните, как в марте 2021 года почти неделю был перекрыт Суэцкий канал. Мировая экономика теряла почти 10 миллиардов долларов в день только на простое судов. А так как по Суэцкому каналу возят в том числе и нефть, ее цена в ту неделю выросла почти в 2 раза. Правда, пробка не была единственной причиной этого взлета цен, но не будем отвлекаться. Вернемся к перекрытию Суэцкого канала, а точнее к его виновнику, один из крупнейших контейнеровозов мира Ever Given длиной в 4 футбольных поля, 400 метров. Ever Given точно отметился в истории судоходства не только своими размерами. Происшествие с перекрытием Суэцкого канала из-за аварии точно не единственное в своем роде, но в этот раз пробка была самой длительной. Факт. Помните нашу знакомую Эмму? Так вот, у нее есть братья, да не простые, младше, а сразу лезут в топ. Triple E — это семейство очень крупных контейнеровозов. На момент спуска на воду с их длиной 399,2 метра они были самыми из самых, но, как водится, их обогнали на повороте. Об этом чуть позже. Что за название такое Triple E? В него заложен принцип, которым специалисты и заказчики руководствовались во время проектирования этой серии контейнеровозов, а именно экономия, энергоэффективность, экологичность. И действительно, корабли Triple E на каких-то 3 метра длиннее и на 4 метра шире своей старшей сестры Эммы, а перевозят больше на 2500 контейнеров, что делает эти суда самыми эффективными из расчета соотношения затрат и объема перевозимых грузов. Как и Эмме, из-за своей ширины в 59 метров им нельзя в Панамский канал, зато в Суэцкий должны проходить без эксцессов.
Титан среди титанов, обошедший в гонке все другие корабли для перевозки контейнеров, Ever Ace редкую телебашню строит выше 400 метров, а здесь это длина корабля. И вот мы дошли до рекорда. Предыдущий чемпион контейнеровоз HMM Algeciras может вместить 1198 контейнеров. Ever Ace с небольшой разницей в габаритах за счет расширения носовой части судна может вместить на 28 контейнеров больше. И это при определенных ограничениях, наложенных на суда этой отрасли. Ну, знаете, чтобы могли в каналы разные проходить. Что, даже это не самый большой корабль мира, спросите вы? Это самый большой контейнеровоз. Позвольте еще немного вас помучить и рассказать об одном рекордсмене в своем виде. Обещаю, он нетипичный. Пожалуй, в сравнении с предыдущими участниками нашего списка, Turunner Planet Solar можно назвать малышом, но для своего вида кораблей, работающих на солнечной энергии, этот катер самый настоящий великан длиной 31 метр, шириной целых 15. На катере установлено 38 тысяч солнечных элементов для 2 электродвигателей и 2 батарей, которые вкупе с оригинальным дизайном способствуют развитию скорости 19 км в час. С такой скоростью у Turunner на кругосветное путешествие ушло 584 дня. Для сравнения, у Королевы Марии 2 на кругосветку уходит 104 дня. Интересный факт. Для самого большого судна, работающего на солнечной энергии, выбрали название Turunner. Это отсылка к «Властелину колец», где Turunner переводится как «солнечный свет». Правда, в 2015 году катер переназвали в Race for Water, так называется фонд, который управляет судном в настоящее время. А теперь то, чего мы все так долго ждали. Самый большой корабль человечества. Немаленький город на 9000 человек с парками и театрами. Недлинная махина, провоцирующая пробку и экономические потери. Корабль одна, лего-модель которого получается длиной в 5 метров. А это только лего. Настоящий завод, которому придали форму корабля. Почему не корабль? На самом деле Прилюд не может передвигаться самостоятельно, для этого ему нужны другие суда, что, конечно, не преуменьшает его достоинств. Почти 488 метров в длину, 74 метра в ширину и самый настоящий газодобывающий и газоперерабатывающий завод, который можно перевозить от месторождения к месторождению. Прилюд проектировали специально для работы в сложных зонах циклона. Он может выдержать самые сильные ураганы и создан действительно непотопляемым. Не то, что этот ваш «Титаник». На этой плавучей платформе добывают газ и, что называется, не отходя от кассы, сжижают прямо на борту для дальнейшей отгрузки и транспортировки. Зачем так сложно? Компании Shell и ее коллегам было разрешено разрабатывать месторождение газа недалеко от побережья Австралии, а вот завод по переработке на побережье строить запретили. Напарники по беде пошли к южнокорейской судостроительной компании Technic Samsung и заказали настоящее чудо света, которое потенциально позволит обратить внимание газодобывающих компаний на те морские месторождения, которые до этого считались невозможными для разработки из-за своей труднодоступности. Просто прикиньте, самое большое существо на планете — синий кит. Длина крупных особей 30 метров. 30! Не 300 и уж точно не почти 500 метров. А сколько еще осталось затонувших или отправленных на металлолом кораблей, про которые можно рассказать? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы YouTube напоминал о новых выпусках, и лайк не забудьте. Ну и если все-таки интересно еще про корабли послушать, в комментариях маякните.